Samsung IU8000 серия. Ну, конкретно этот телевизор — это Samsung IU8000 2K. И это 43 диагональ, хотя они есть абсолютно в разных диагоналях. Ссылочка в описании под видео на данный телевизор. Вы можете посмотреть, в каких диагоналях он есть и какие-то базовые характеристики, потому что на момент съемки этого видео полных характеристик пока нет, и мы первооткрыватели. Вообще цель была найти достаточно бюджетный телевизор для PlayStation 5, который вы сейчас сзади нас видите, и я думаю, что у нас получилось. Почему? Потому что это 4К телевизор. Да? Ну, мы сейчас не будем говорить о телевизорах для PlayStation 5 за пару тысяч долларов со 120 герцами, с VRR. Нет, ребят, это 4К матрица, да, на 60 Гц, да, это 8 бит плюс FRC, но есть поддержка HDR, HDR10+, плюс есть HLG. Мало того, у нас есть неплохая уплавнялка, скажем так. И знаете, что у нас есть? У нас есть игровой режим с достаточно низким input лагом именно для игровых устройств. И мы специально далее по нашему обзору покажем, насколько он достаточно низок. Вот так вот. Вообще в данном телевизоре очень маленькие углы обзора. И вот если сравнивать с LG, вы, кстати, их сейчас видите, если сравнивать с LG, я бы сказал, что здесь минимум 170-175 градусов. И никакие цвета и оттенки не заваливают в соседние, скажем так, гамму, вернее, не меняют гамму, поэтому по углам обзора у нас вообще претензий нет к этому телевизору. К сожалению, пиковую яркость, да и вообще яркость заявленную нам выяснить не удалось. Опять же, на момент съемки этого видео Samsung как бы так скрывает эту информацию. Но я вам скажу так, что мы продюсируем ролики HDR на нашем втором канале. Я знаю, как они должны выглядеть. И мы их отлаживали на телевизоре с пиковой яркостью в 1000 кандел метр. Так вот, на данном телевизоре, вот по нашим, скажем так, наблюдениям, минимум 350-400 кандел, и HDR приближен к реальному. То есть я не буду утверждать, что здесь там 450-500, потому что, ну, скорее всего, это не так. Но померить пиковую яркость мы не можем. И вот эти вот моменты скрывания этой яркости самим Samsung мне непонятны. Ну, скажите уже как есть. Я бы не сильно расстраивался насчет того, что здесь FRC, вернее 8 бит плюс FRC, потому что в 2020 году даже топовые решения от Samsung имели конкретно вот такие вот 8 бит плюс FRC, которые позволяют отображать 1 миллиард цветов. И вот обычному пользователю, если его поставить перед телевизором с 10 бит и 8 бит плюс FRC с примерно одинаковыми матрицами, да, там по откалиброванным, вернее, примерно одинаковым матрицам, то с вероятностью 99,9% разницы они не заметят. А вот что можно заметить в данном телевизоре, то это уменьшение динамиков, а это сказывается на качестве звука. Да, здесь динамики мы разбирали телевизор, он немножечко меньше динамики, чем в 2020 года модели. Хотя звук мне понравился. Откровенно говоря, я большой хейтер звуковых устройств, звуковых решений в телевизорах. И в принципе я здесь тоже могу сказать, что это не совсем хорошее решение. Почему? Да потому что для телевизора в любом случае нужно брать либо звуковую панель, бревна так называемые в простонародье, либо ресивер и хорошую акустику. По-другому никак, потому что если вы смотрите кино, то его нужно смотреть правильно. А вот если продолжать киношную тему, то телевизор спокойно поддерживает 24 кадра через 60. Это означает, что мы тестировали данный телевизор в паре с приставкой, с ТВ-приставкой, ну в нашем случае это Mikulka M6 Deluxe, с дробными частотами. Он спокойно отрабатывает 24 кадра, мы покажем далее, опять же, по тестам мы фотографировали, и плюс у нас работает отличная уплавнялка, то есть нам хватает плавности при любом режиме использования. Как, в принципе, без Smart TV бокса, так и со Smart TV боксом у нас вопросов по плавности воспроизведения не было. Внутри у нас операционная система Tizen 6, и плюс есть вот этот вот стандартный пульт от Samsung, который они пихают везде, хотя вот в топовых моделях Samsung он в металлическом исполнении мне нравится намного лучше. И в 2021 году они не убрали возможность установки сюда, скажем так, сторонних виджетов. Мы спокойненько через Dark Server установили Vplay, и в принципе сюда можно поднять Fork Player, да все что угодно. Слушайте, но дело в том, что
что я, например, использую стриминговые сервисы, и меня приятно удивляет то, что здесь есть поддержка Netflix с HDR, с 5.1 звуком, с 4К, и это тоже очень хороший момент, по крайней мере для меня и тех подписчиков, которые смотрят, по крайней мере по опросам нашего канала, 10% моих подписчиков смотрят Netflix лицензионный 4К с HDR, и в принципе этот телевизор это может. Это касается и Megogo, и Amazon Prime, хотя Megogo на момент съемки этого видео немного проглючивал, я связываю это пока что с тем, что Megogo не оптимизировала это для моделей 2021 года, но это поправится буквально в следующем обновлении, потому что в маркете Megogo есть. Ну и конечно же обзор этого LED-телевизора стал возможным благодаря нашим друзьям и партнерам интернет-магазину Яблоко.ua, ссылочки на которые лежат в описании под видео. В принципе, ссылочка на этот телевизор, на нашего партнера, тоже лежит в описании под видео. Это проверенный продавец, и мы его рекомендуем. Единственное, что меня очень сильно обескуражило в этом Samsung, это вот этот вот дизайн. Вот эти ножки, абсолютно дебильные ножки, мне они не нравятся. Это какие-то коньки, я считаю. И плюс перенос вот этой кнопки Samsung в правую часть телевизора, это такое себе решение, но это сугубо на мой вкус и цвет. Знаете, как говорится, на вкус и цвет все фломастеры разные. Слушайте, но все остальное по ходу обзора, абсолютно все остальное по ходу обзора, а мы с вами должны подписаться на наш канал, потому что вы пропустите розыгрыш. Мы вот буквально только разыграли этот PlayStation 5, еще мы разыгрываем, а ну давайте, что мы разыгрываем? Мы разыгрываем лучшие ТВ-боксы в мире, это Nvidia Shield TV 2019 года, Pro-версия, вот они, 2 штучки, еще мы разыгрываем 3 Mikulka M6 Deluxe, не надо мне их кидать, мне их держать нечем, а еще 4 геймпада, и ссылочка на условия розыгрыша лежит в описании под видео, сумасшедшая акция, классные дорогие призы, мы всем рекомендуем, и главное, у нас будут еще очень много различных акций, поэтому вот нажимайте колокольчик, вот динкните его к чертовой матери, чтобы не забыть, что мы все-таки это все дело, скажем так, разыгрываем. Ну, короче, чтобы не пропустить наши стримы, а стримы мы проводим постоянно. Все, ребят, берем данный телевизор, смотрим распаковочку, смотрим обзор возможностей, смотрим стриминг, смотрим с ТВ-боксами и, короче, уже там потом сделаем резюме, стоит его брать или не стоит. И вот по плойке там все более детально мы расскажем дальше. Переходим. Ну что, вскрываем потихонечку. Такой вот себе раз. И телевизор. Ножки. Нечто необычное, честно вам скажу, для меня. Ладно, с ножками сейчас будем разбираться. Слушайте, реально необычно для меня. Интересно. Тут у нас есть инструкция по установке ножек. Тоже сомнительно. Так, что у нас тут? Пульт. Интересен пульт. Давай. Оп. О, ну это стандартный самсунговский пульт, достаточно удачный. Он из пластика, это не премиальный пульт, как в дорогих моделях, потому что такие есть металлические. Здесь есть кнопка Netflix, Prime Video и есть Rakuten TV. Ладно, это каналы плюс, это громкость плюс-минус, плюс работают как кнопки. Домик, play, pause, назад, навигационное кольцо, голосовой ассистент и переключение на цифровую панель или переключение на цветовую панель. Слушайте, ну нормальный пульт, в принципе. Есть еще в комплекте у нас кабель питания. Сейчас мы откроем, посмотрим. Так, есть крепление под провода, кабель питания, есть еще одни заглушечки и есть батарейки даже. Это такое дело. За это зачет, нормальная комплектация. Поехали, вскрываем дальше. Телевизор. Оп. Знаете, чем мне нравятся 43-й панели? Тем, что я могу их достать сам без привлечения посторонней помощи. То есть они достаточно легкие. Укладываем. Норм. Теперь ножки. Так, ножка 1. Крепление у нас происходит вот таким вот образом. Оп. Одна ножка готова. Так, берем ножку 2.
Вполне необычное решение. И все, слушайте. Ну, у меня-то телек готов. Оп! Необычный дизайн. Я вам скажу так, необычный дизайн этого всего дела. Давайте рассматривать, что у нас есть. О, какие классные тонкие рамки. Вообще тоненькие-тоненькие. Ну, пленку мы обдерем попозже, слушайте. Очень тонкие рамки. Спереди у нас нетрадиционно нет, вернее, традиционно должна быть расположена надпись Samsung, но ее переместили в сторону, как бы вот так вот. Такое не совсем стандартное решение. Никаких органов управления пока не вижу. Вот, есть одна кнопка. И все. Сзади у нас есть пластик. Такой, знаете, перфорированный. Есть крепление веса. Смотрим. Разъем питания. Итак, поехали дальше. По разъемам USB. Вот этот разъем USB они позиционируют как USB HDD 5 вольт 1 ампер. Ну, это для SSD больше подходит. Здесь у нас LAN, HDMI 1, HDMI 1, HDMI 2. Этот у нас с поддержкой ERC для подключения внешних ресиверов, HDMI 3 и оптический выход. Также у нас есть вот разъем под кабельное под T2. Слушайте, ну, вообще здесь подразумевался бы, допустим, еще и, смотрите, и разъем под MCI карты. Вот, видите, но здесь немножечко другой формат. Вот он, здесь немножечко другой формат. Здесь цепляются специальные карты расширения. Например, сюда S и S2 запилить можно. Встроенного тюнера S2 в данном телевизоре нет. Ножки, слушайте, ну ножки действительно такое необычное решение, но оно имеет право на жизнь. Ну, неплох телек. Неплох в том плане, что дизайнчик мне очень даже нравится. Ох, ну что, пленочку снимем. Ох, лишаем девственности. Лишаем девственности телек. Классяк. Класс. Ладно, будем настраивать, включаться и смотреть, что за чудо. Обзор начинаем, как обычно, с главного интерфейса. Обыкновенный Tizen, ничего непривычного. Как мы видим, у нас есть панель быстрого доступа. У нас появился здесь PlayStation 5, потому что он подключен или подключен, неважно. Сразу бросается в глаза Netflix, вернее его сертификация. Если мы переходим сюда в домик, у нас есть варианты посмотреть оповещения, которые выдает система Tizen, на которых у нас сейчас нет. Ambient Mode, самая обыкновенная заставка, которая вроде бы как погружает вас в какой-то момент. Ну, слушайте, на самом деле у каждого производителя есть свои вот эти фишки с картинками и музыкой. В том числе, например, у LG там есть их какой-то режим картины, здесь Ambient Mode, не самая такая крутая опция на самом-то деле. Хорошо, мы установили The Dark Smart TV, это Dark сервер, плюс мы установили Vplay через него же, хотя у нас были некоторые проблемы, не срабатывала там одна комбинация для установки Dark сервера, но все в конечном итоге заработало. Есть поиск, есть источники, ТВ PlayStation 5, у нас подключен еще TV Box, USB. Теперь настройка универсального пульта, тоже все стандартно. В настроечках у нас есть выборы режима изображения, это быстрые настройки, усиление звука, есть выбор, куда выводить звук, и есть выбор игрового режима. Сами по себе настройки включают в себя режим изображения. Обратим внимание на дополнительные настройки. Здесь можно регулировать яркость, контраст, четкость, цвет, тон. Также после регулировки вы можете выставить эти настройки для каждого из источников HDMI, вернее применить для всех источников. У нас есть настройки четкости изображения, улучшение контраста, оттенок можно выбирать. И есть у нас еще и детали теней. Также мы можем все это сбросить. Все остальные вот эти вот неактивные субнастройки выбираются только лишь когда вы используете не автоматический, а мануальный режим. По звуку, вывод звука вы можете выводить на громкоговорители ТВ на колонке, оптический есть выход и динамики Bluetooth. Режим звука усиления, кстати, можно еще выводить и на ERC, да, если у вас есть
HDMI ресивер. В дополнительных настройках есть, вот видите, у нас HDMI и ERC, это HDMI 2, который мы показывали. Формат цифрового вывода PCM, авто или обход. Обход — это значит, что вы сможете пробрасывать звук без изменений. Например, если вы берете с ТВ-бокса Dolby Atmos и пробрасываете на ресивер, то и ставите обход, то он будет пробрасывать Dolby Atmos. Задержка выхода цифрового звука — это значит, вы можете отрегулировать, допустим, рассинхрон звука, если таковой есть. Вот видите, совместимость Dolby Atmos есть, если подключение через этот порт HDMI и ERC поддерживает Dolby Atmos. Вот так вот. Громкость. Можно включать автогромкость, и звуковые сигналы, и сброс звука. Трансляции. В общих настройках у нас есть специальные настройки. Здесь мы можем настройку голосовых инструкций, обучение использования пульта, отключение экрана, высокий контраст, увеличение черно-белое изображение, цветной негатив. Это для, в принципе, для людей с ограниченными возможностями. Есть, можно выбрать голосового помощника. Ну, давайте настроим голосового помощника какого-нибудь. Привет, я голосовой помощник Bixby. Приятно познакомиться. И мы должны с вами выбрать. Что мы должны выбрать? А русского у нас-то нет. У нас есть английский, тут испаньол, Франсуа, итальяно, португез и все. То есть Bixby идет нафиг. В разделе «Сеть», состояние сети, телевизор поддерживает 5 ГГц, подключился без проблем, вообще без каких-либо. У него есть соточка LAN-порт, в дополнительных настройках есть включать с мобильного устройства, либо, ну, это разрешение мобильным устройством, например, смартфоном и планшетом в вашей сети включать ТВ при подключении. И Wi-Fi, включение и отключение Wi-Fi. Вот каким-то вот образом все это. Есть диспетчер системы, где вы можете задать время, язык, учетную запись Samsung, изменить PIN и режим пользователя выбрать в магазине или домашний. Диспетчер внешних устройств. Телевизор поддерживает AnyNet, это HDMI цик. Есть настройка игрового режима. То есть у нас, ну, просто выбираете авто, либо здесь у нас просто там можно включать, смотрите, у нас можно включать HDR для игр, смотрите. При подключении, ну, сейчас функция это недоступна. Она включается из информации о яркости содержимого. Поэтому я включаю автоматически, пускай будет. В расширение входного сигнала давайте выберем, допустим, HDMI 3. Так, есть диспетчер устройств ввода. Вы можете подключить сюда клавиатуры, мыши, дополнительные устройства. И диспетчер подключенных устройств тоже у нас здесь есть. Самый простой. Настройки Apple AirPlay, экономия энергии, функция Smart и сброс. Apple AirPlay работает. В принципе, тратить на это времени точно не будем. Сразу хочу начать тестирование качества воспроизведения этим телевизором. И скажу вам так. Дело в том, что тесты на плавность он проходит однозначно охренительно. Никакого джодер-эффекта мы здесь не замечаем. То есть здесь срабатывает отлично уплавнялочка. При выборе режима динамический работает все просто суперово. То есть мы сколько не тестировали, никаких вопросов по работе с уплавнялкой у нас абсолютно нет. Я сейчас тише сделаю. То есть у нас все четко, ровненько. А вот вопрос теперь по поводу 24 Гц и джодера. То есть уплавнялки у нас-то есть. При воспроизведении именно 24-герцового ролика. Сейчас я выставил выдержку в 1 секунду. Включаю тестовый ролик и фотографирую с выдержкой в 1 секунду на свой смартфон. Получаю отчетливую шахматку. Вы ее сейчас видите. То есть, ну, она, правда, засвечена немного, но это отчетливая шахматка. То есть в данном случае у нас работает не 24 кадра, а работает режим 24 via 60. То есть фактически он уплавняет. Хорошо, давайте попробуем переключить режим изображения. Давайте, здесь у нас был динамический, и включим режим изображения кино. Вот он, кино. Выбираем опять тот же самый тестовый ролик. И фотографируем с выдержкой в 1 секунду. И все равно у нас отчетливая шахматка появляется. То есть 24 кадра чистых он не поддерживает. Но при этом, вот, кстати, даже при отключении динамического режима мы можем с вами увидеть, наверное, джодер. Сейчас смотрим. Да, при отключении динамического режима у нас явный джодер-эффект, дергается изображение. То есть здесь срабатывает при внутреннем использовании, нужно смотреть фильмы только в динамическом режиме, который мы, в принципе, и выберем, потому что я не люблю смотреть дерганые фильмы. То есть динамический режим — это оптимально.
По картинкам, по тестовым, конечно же, мы пройдемся, никакого оверскана нет, яркостные характеристики отличные, я не могу сказать, что камера все передаст, но все квадраты от 4 до 24 я различаю. То же самое и в контрастном анализе с 251 по 231 отлично различаются. При этом это в базовой калибровке. Девушки выглядят абсолютно реалистично. Вот здесь у нас такой вопрос. На камере может быть виден засвет в центре. Это из-за настройки самой камеры, дабы не было видно отражений. Но заливка абсолютно, она реально абсолютно однотонная. То есть нету никаких затемнений, темных пятен я не вижу. Единственное, внизу буквально с правого угла совсем чуть-чуть, возможно, есть какое-то затемнение. Ну, белый, да, есть у нас немножко по углам, по нижним, но есть как есть, показываем как всю правду. По градиенту. Градиент немного виден, не такой, как на 8 битах, но это не чистый 10 бит. То есть градиентная лестница видна во всех оттенках. Да, вот зеленый, красный. Так, это пошли уже чистые цвета. Все оттенки у нас видны в контрасте и в яркости. То же самое, слушайте, ну действительно, даже при базовой калибровке у него широкий спектр отображения. Вот, подождите, сейчас посмотрим. Подождите, слева и справа тоже у меня вопросов нет. Вот серьезно. Вот когда нет вопросов, тогда их действительно нет. Меня вот интересует яркостно-контрастный анализ в разных цветах. Это вот яркостно-контрастный анализ, это черно-белый. У нас получается тоже все видны квадраты. Тоже трудно передать, наверное, на камеру. В синем цвете то же самое. В зеленом абсолютно то же самое. В красном то же самое. Меня очень порадовал серый цвет. Нет вкрапления розового абсолютно никакого. Детализация сумасшедшая, то есть здесь честные 4К. И черный цвет отображается абсолютно неплохо. Это не OLED, конечно же, ну давайте быть честными. Это и не телевизор за пару тысяч долларов, но отображение у него действительно неплохо. Хорошо, по качеству отображения цветов и всего остального у меня вопросов нет. То же самое при тесте на 10-битность. Мы видим, что у нас немного разные картинки, то есть они не одинаковые. 8 бит имеет более четкую границу при переливе градиента. На 10-битном паттерне мы видим не совсем сплошной переход, то есть не совсем плавный переход, но это и не 8 бит, то есть 8 бит плюс FRC. С жесткого диска вы здесь можете проиграть достаточно тяжелые фильмы. Вот мы сейчас смотрим с вами Gemini Man. Это Blu-ray диск Remux с 4К HDR на 68 гигов. Давайте чуть перемотаю. Достаточно все светленько воспроизводится. Слева у нас вот при нажатии на ОК появляется HDR. Он отображает, что ролик в HDR. Цветопередача ошеломительная. Вот я вам серьезно говорю, мне настолько зашел этот телевизор, даже в 43 дюймах, даже с такой матрицей. И, ну, действительно отлично. Хорошо, давайте попробуем МКВ, насколько у нас он потянет такие нестандартные МКВ. И давай, порадуй, тоже он в режиме HDR, сможешь, не сможешь? Да, он смог, это фильм на 50 гигов с SSD диска. Ну, сейчас перемотаем, попробуем. Слушайте, ну норм, для кино он более чем отличен, отлично. То есть по воспроизведению с жесткого диска различного контента, даже самого тяжелого, у нас вопросов нет. А что касаемо, допустим, таких стримингов, как YouTube, мы протестируем на нашем втором канале, где мы снимаем 4К HDR ролики. Давайте включим «Дикая река». Вот очень тяжелый ролик для YouTube, и многие ТВ-боксы сейчас вешаются от него. Здесь отдельно хочу отметить звук. Смотрите, я уже говорил, вот он обрабатывает тоже в HDR. Мы видим на диагностическом окне, что у нас есть VP9.2, SMPTE 2084. То есть он работает в HDR. При этом он работает с 0 дропов. Он спокойно воспроизводит 4К ролики, даже тяжелые. И мы сразу же здесь можем с вами увидеть скорость коннекта. Он по Wi-Fi 5 ГГц спокойненько тянет 100 мегабит. Мы видим, да, connection speed. Так как в Тайзене нормальных средств проверки скорости сети нет, то приходится ориентироваться на то, что выдает YouTube. По звуку. Звук, нормальный звук. Он
Он не захлебывается, он не слишком громкий, но достаточно басистый. Хотя динамики действительно поменьше, чем в телевизорах 2020 года. Они их уменьшили. Но при этом я не скажу, что это говнозвук. Хотя я вот люблю более такое, знаете, более глубокое звучание. Давайте еще один ролик проверим. И тут как бы у меня вопросов действительно нет. По YouTube вопросов нет. 4К, HDR, пожалуйста, проигрывает. Супер. Слушайте, а давайте попробуем AV1. Может, скрывает что-то от нас. Такое Япония 8К. Голосовой поиск, само собой, работает. Пробуем, будет ли AV1 кодек или нет. О, он включает AV1 и наглухо работает. И работает. Он поддерживает AV1 кодек. То есть, хотя в официальных каких-то на Display Specifications я не увидел, чтобы он поддерживал AV1, но AV1 кодек в нем есть. Это тоже очень хорошо. Все, ребят, тут как бы круто. Круто, круто, круто. YouTube порадовал. Также данный телевизор поддерживает Netflix. При этом Netflix он поддерживает 4К HDR с 5.1 звуком. Тут как бы есть сертификация, на этом тоже останавливаться не будем. Слушайте, давайте посмотрим с вами по телевидению. Вот мы выберем ТВ, у нас подключена антенна, самая обыкновенная без усилителя. Потянет или нет, давайте просканируем каналы. Запустим это самое сканирование, антенна, цифровой аналог, все просканируем. Поехали. Вот сейчас заканчивается поиск, он нашел 36 цифровых каналов. Это максимальное количество каналов в моей стране для Т2, поэтому давайте посмотрим на качество отображения. Так, каналы, блин, вот сказать, что здесь их апскейлит как-то нормально, конечно, не апскейлит, потому что какой бы суперсигнал не был, но 576p апскейлить хотя бы в 1080p будет проблематично. И я бы не советовал это мыло рассматривать, именно смотреть на нем такие вот аналоговые каналы, это трагедия, это действительно трагедия, поэтому вот, лучше не нужно. В данном случае я бы лучше рассматривал, конечно, такие сервисы, как Megogo, там, ну и по типу такого, там, через OTT смотреть, или либо IPTV, какие-нибудь сервисы из Dark сервера. Хотя Megogo на данном телевизоре работает с протормаживаниями. То есть, смотрите, то есть мы имеем с вами вот телеканал, вот так вот он работает. Это конкретно касается Megogo. Вот смотрите, он сейчас в тормозе в полном. Я, конечно, понимаю, что Megogo это все поправят и не будет никаких вопросов, то есть все это будет работать, но на момент обзора, то есть новый телевизор Megogo, видимо, еще не тестировали на Samsung 2021, но при этом он отлично работает. Это мы с вами сейчас смотрим каналы, и это HD каналы, поэтому вот телек с этим хорошо справляется. Слушайте, но давайте еще вот я попробовать хочу очень сильно, допустим, тот же Vplay. Такие сервисы, как Vplay, у нас работают, при этом работают очень хорошо. Вы можете посмотреть торренты через внешний сервер. Вот давайте 4К фильм какой-нибудь глянем. Вот как он потянет 4К. Ладно, давайте «Сокол и зимний солдат». Назвали, конечно, по-дебильному. Давайте фильмец, первая серия. Слушайте, это 720p. Мне 720p вообще не морозит. Давайте посмотрим фильм. Это фильм из онлайна через тот же сервис Vplay. Ну, все заработало. Вот, пожалуйста. Но при этом вы должны понимать, что здесь нет нативных 24 кадра. И смотреть фильмы с таких сервисов вам придется через через динамический режим отображения. Так, звук немножечко убавим. Звук действительно работает. Слушайте, хорошо. Ладно, вот как телевизор он есть. Давайте его теперь оценим для Smart TV Box и для консоли PlayStation 5. Все, фильм воспроизводится, тут вопросов нет. При подключении TV-бокса у нас идет обнаружение устройства. То же самое у меня было с PlayStation 5. Так, смотрим. Нам обязательно понадобится автофреймрейт. Это просто обязательно. Но для начала мы с вами должны посмотреть, какие режимы он поддерживает. Он поддерживает телевизор от 480p до 4К 60 Гц, то есть тут как бы у нас вопросов нет. Обычно там, например, там в Xiaomi был вопрос, что отваливалось у нас 60 Гц. Включаем автофреймрейт, мы подключили сейчас Mikulka M6 Deluxe. При подключении у нас появился небольшой оверскан, поэтому нам приходится отрегулировать размер изображения. В принципе, ну так вот, 92%. В принципе, как и в LG, кстати. Сейчас попробуем, как у нас работает HDR.
Слушайте, из внешнего источника он воспринимает нормально HDR-сигнал, то есть YouTube тот же самый воспроизводится, когда с HDR, у нас тоже с этим вопросов нет. А знаете, с чем вопрос меня интересует? Меня интересует, если отключить динамический режим изображения, какой мы с вами получим эффект в 24 кадра. Давайте так, тест МТ-видео, сейчас попробуем VRED знаменитый. Пускай он проиграется. Сейчас динамический режим изображения. Боже, какой мы имеем плавное, абсолютно плавное изображение, но это на динамике. Хорошо, это на динамике. Мы выключаем. А сейчас хочу попробовать VRED с динамикой плюс автофреймрейт. Так, автофреймрейт сработал. Все так же у нас гладенько пошло. Но теперь мы отключаем динамику. Дело в том, что я подозреваю, что VRED может дергаться без динамического режима отображения. Давайте в настройки. Так, стандартный. Давайте стандартный включим. Включаем опять тот же самый VRED. Включается автофреймрейт. Слушайте, а он не дергается. А он не дергается с внешнего источника. Нет никакого дергания. Я подозреваю, что, конечно, это тоже опять срабатывает 60, вернее 24 via 60, то есть 24 кадра через 60. Потому что вот сейчас мы с вами убедимся в этом. Мы сейчас с вами проведем тест на 24 кадра. Включаем тестовый ролик и включаем задержку 1 секунду на моем смартфоне. Так, произошло переключение. Фотографируем и смотрим. И у нас абсолютно серый экран. Ребята, он проходит Jodar тест. То есть это абсолютно серый экран, и он 24 кадра спокойненько поддерживает. Это очень радует. Так, и остается нам с вами протестить. Знаете, что нам остается протестить? Плоечку. Плоечка. Видите, PlayStation 5 он определил как игровое устройство. При включении плойки у нас включается игровой режим. Вот, видите, Game Mode On. Он включает игровой режим на самом телевизоре. Для начала мы смотрим в настройках, что он нам показывает по экрану. Информация о видеовыходе. Здесь у нас вопрос такой. Он поддерживает 4К, 60 Гц, поддерживает цветовой профиль UV 422 HDR. 444 не поддерживает, потому что он пишет, что ему не хватает скорости передачи данных через интерфейс, через HDMI 2.0. То есть был бы здесь HDMI 2.1 честный, то было бы здесь UV 444. Поддерживает HDCP 2.3, HDR поддерживает и частоты HDR от 24 до 60 Гц в UV 420 и UV 422. И без HDR тоже частоты поддерживаются от 24 до 60 Гц. Слушайте, ну давайте еще с вами сейчас проверим задержку. Какая задержка у нас может быть? Так, слушайте, ну первое ощущение, конечно, норм. В принципе. Ой-ой-ой, что я сейчас такое вызвал? Нафига я это? Зачем это мне нужно было вообще? Давай убегаем, мне нужно вообще проверить реакцию на геймпад. Меня заморозили. Отбегаем. Давайте где-нибудь встанем подальше. Слушайте, ну вообще, действительно, HDR он поддержит. И вот неплохое изображение, очень неплохое. 4К, HDR. А вообще нам лучше это все проверить, наверное, на Horizon, там, где можно нормально попрыгать. Это будет лучше. Итак, мы включаем секундомер для определения задержки. И задержку вы увидите просто-напросто в виде цифр на экране. Знаете, вот по ощущениям, то, что я не вижу задержку, то задержка крайне минимальная. По крайней мере, у меня был LG на 8 серии на обзоре, буквально недавно, и там задержка была сумасшедшая, 13 миллисекунд. Здесь поменьше, даже вот по ощущениям. Поэтому я думаю, что поиграть можно на этом спокойно. И для PlayStation 5 она достаточно хорошо подходит. Ну, давайте в кого-нибудь стрельнем. Кто любит Horizon, тот я. Ну, давай, поехали. Оп. Все, есть. Отлично. Все, ребят, выключаемся, делаем выводы. Ну, есть как есть, телек как телек. Особых засветов я на нем не увидел. Проблем с яркостью особых тоже. Ну, достаточно симпатично. Переходим.
Выводы однозначны, что телевизор действительно заслуживает внимания. Он однозначно лучше, чем 8-я серия телевизоров Samsung 2020 года. Конечно же, это базовый телевизор, я бы сказал, для PlayStation 5, но играть на нем возможно. И задержка не такая большая, например, как в LG 8 серии, у которой задержка, там я делал обзор из 2020 года, и там задержка была ничего себе, даже при наличии игрового режима. То есть здесь мы сможем с вами поиграть 4К HDR, конечно, без 120 Гц и без профиля UV 444. В остальном все. Мы этот телевизор однозначно рекомендуем. Это неплохое решение от Samsung. Это неплохой телевизор. Учитывая еще и достаточно бюджетный сегмент, ну, Технозону понравилось. А вам как? Пишите в комментариях и ставим лайки, если вам нравится. Подписываемся. С вами был Бабл. И вот этот вот EU 8000 на канале Технозон. Пока.